Горький шоколад я измельчаю ножом. Не рекомендую использовать для этого блендер, потому что так шоколад будет измельчен очень мелко, и это не подойдет. Затем, используя дуршлаг, я отсеиваю самые мелкие частицы. Мне понадобятся только крупные кусочки. К сливочному маслу комнатной температуры добавляю сахар и взбиваю венчиком. Если у вас есть миксер, конечно, так будет быстрее. Затем добавляю 1 желток и хорошенько все перемешиваю. К полученной смеси добавляю соль и разрыхлитель. Сейчас всыпаю шоколад. Как только все перемешалось, добавляю муку. Ее я просеиваю через сито. Перемешиваю до однородности при помощи обычной вилки. Тесто получается очень мягкое, пластичное, но при этом совершенно не липнет к рукам. Из теста я скатываю шарики. У меня один шарик весом 15 грамм. Размещаю их на противне на расстоянии друг от друга, так как при выпекании шарик растает и примет плоскую форму. Из этого количества продуктов у меня получилось 21 печенье. Выпекаю при температуре 180 градусов 10 минут. Друзья, как вы видели, рецепт очень простой и готовится действительно очень просто и быстро. Не нужно даже ждать, пока тесто постоит в холодильнике, нужно просто все замесить и можно сразу готовить. Получается просто идеально. Все, кто готовит печенье с шоколадом, хотят добиться именно такого результата. Посмотрите, шарики растекаются в духовке и получается вот такой неровный блинчик с красивыми трещинками и красивыми крупинками шоколада. Как вы видели, я просеивала свой шоколад через дуршлаг, потому что я хотела, чтобы у меня остались только большие крупинки, а маленькие не мешались в тесте и тесто не стало коричневым. Получается очень красиво, вот эти крупинки шоколада красиво смотрятся, тесто само светлое получается, а крупинки остаются коричневыми. Получается очень красиво, просто идеально. Печенье получается очень сладкое, с шоколадным вкусом, очень вкусно. Как только оно испекается, оно немного мягкое, его нужно немного остудить, подождать, пока оно стабилизируется на решетке лучше всего, или можно оставлять на противне, пока оно остынет. Если оно переночует, оно становится уже такое немножко хрустящее, но все равно от этого оно только вкуснее, на мой взгляд. По-моему, это замечательное печенье. Если вы будете его готовить, обязательно соблюдайте все пропорции, которые указаны ниже, потому что эти пропорции просто идеальные, и, конечно, у вас получится такой замечательный результат. Друзья, пожалуйста, ставьте лайк этому замечательному шоколадному печенью и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные десерты, и делитесь с вашими друзьями рецептами с моего канала. Мне будет очень приятно.